ручку я тоже вам сниму, наверное, отдельно, чтобы тоже видели. Такая корзинка у меня вообще есть на моем канале. Ссылочку я оставлю в описании наверху. Там вы можете посмотреть, все есть. Она состоит из нескольких частей, и она там сплетена от и до, от начала плетения дна и стеночек и окончания всей работы. То есть вплоть до того, как я там прикрепляю к ней ремни кожаные, ну и так далее. То есть и плетем крышечки. Это пикниковая корзина. Сегодня мы с вами поговорим рассмотрим такой вариант загибки, как разга в 3 прута. Я ее очень люблю, я в основном ей всегда пользуюсь. Я одела несколько трубочек новых. Замечу, что одела я их с одной и той же стороны. И дальше буду продолжать. Почему не стала надевать все сразу? Потому что мне нужно, чтобы мои трубочки были влажные для такой загибки. И чтобы мне не одевать коктейльные трубочки, я решила делать таким образом. Что мы делаем? Мы берем в любом месте трубочку. В любом начинаем с любого места. Но можно взять дополнительно помощников себе. Я покажу вам с помощниками. Вот я взяла 3 трубочки контрастные, чтобы вам было видно. Загибаю за следующую. Здесь кладу тоже помощника. Загнула. Вот. Кладу опять еще одного помощника и загибаю за следующий стоячок, чтобы у меня помощник был впереди. Поэтому я взяла контрастные трубочки, чтобы вам было видно. Это для того, чтобы нам закончить свою загибку. Для дальнейшего плетения мы пока на них не обращаем внимания. Две загнули, да, 1, 2, 3. И третья. Ну, здесь тоже кладем помощника. То есть 4 помощника, 3 трубочки мы закрыли. Дальше мы берем крайнюю трубочку, левую, заводим за стоячок соседний. Не за этот стоячок, а за соседний. Заводим. Хвостик этот я обрезаю и наклоняю стоячок, который у меня пустой, свободный. Вот один стоит, да? Вот он у меня. Я им накрываю и загибаю, подхватываю свой. Можно здесь капнуть капельку клея, но так как я буду грунтовать, этого ничего не выскочит. Дальше я беру опять крайнюю левую, завожу через один. Да, вот одна у меня стоечка стоит. Это опускаю. Да, вот так вот. Положила, придержала пальчиком, верхнюю, крайнюю длинную опускаю стоячок, обнимаю, беру следующую левую, накладываю поверх, вот так, огибаю, подтягиваю, обрезаю, опускаю следующую. Еще раз крайнюю левую кладу поверху, завожу за стоячок, да, вот так вот, ближе к стоячку подрезаю. Вот так, обрезала и соседним стоячком накрыла.
То есть вот он чуть-чуть выглядывает, да? Чуть-чуть. Но мы сейчас будем, когда проплетать вот этой трубочкой, крайней, да, накладывать, этой крайней трубочкой накладывать, вот так вот. Он у нас первый, видите, вот хвостик почти закрылся, да, вот он, почти закрылся. Мы обвели, обняли, подрезали. И когда мы сейчас поведем следующий, он вообще спрячется, хвостик. Вот этот наш хвостик, смотрите, я закрываю, и вот он его вообще не видно. То есть, если где-то выступает, я потом просто шилом подправлю, и все равно все это зафиксируется. Так, нагнула стоячок. Здесь пенечки тоже у меня. И таким образом я иду по кругу. Смотрите, как мы делаем дальше. Все, продолжаем делать то же самое, что и делали. Да, у нас один вот стоячок остался, который не задействованный наверху, да, стоит. Вот он не задействован. И 3 внизу. Крайнюю левую мы заводим за вот этот стоячок. Вытаскиваем помощника и заводим наш стоячок. Этот стоячок мы подрезаем. И вот этот стоячок, который у нас один остался, мы его должны вставить вот в этот же, где и был первый помощник. Все, подтянули, вставили. Дальше мы берем наш стоячок, ну, нашу трубочку рабочую, да, и вот наш второй помощник. И мы на место этого второго помощника вставляем нашу рабочую трубочку. То есть у вас должно быть вот таким образом сделано. Да? Вот он. Вот он, рисуночек повторяется. Дальше что мы делаем? И он у нас тоже подрезается. То есть сейчас мы просто подрезаем наши кончики и прячем их. Вот у нас еще 2 стоячка и 2 трубочки. Мы берем нашу трубочку и вставляем его вместо стоячка. То есть мы должны вставить вот сюда. Я беру свой стоячок, нерабочую трубочку, и продеваю, смотрите, над одной под 2. И укладываю, как должно быть. Можете сразу не обрезать, можно сначала все поправить, подтянуть, и потом уже обрезать. И последнее у нас осталось, да? То есть нам нужно это сделать таким вот образом, как стоячок у нас лежит. Мы натягиваем, кладем вот сюда. Вот. Я чуть-чуть здесь расширяю, чтобы хорошо уложить свою трубочку. Ой, выскочил. Укладываем и на место своей трубочки помощника я вставляю свою трубочку. Все подтянула, и весь рисуночек у нас, посмотрите, сошелся. Все, этот хвостик вот так отклоню и подрежу. Все, моя задача теперь все расправить и прогрунтовать. Все, что я хотела вам показать, я в этом видео показала. Надеюсь, всем все было понятно. До новых встреч!